Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, что сегодня ждать и какие движения по ключевым активам предполагаются сегодня в первой половине дня. Нефти, золоту, серебру, доллару и другим активам. Так, судя по календарю событий, сегодня ничего такого не ожидается. Тишь да блажь, пока Пасха не завершилась. Рынки идут на пониженных оборотах. И, соответственно, как только праздник завершится, мы здесь увидим разворачивание стремительно событий на рынках. Сегодня, я думаю, день будет более или менее спокойный. Если никакие внезапные новости не выйдут, то, соответственно, боковик боковиков. Так, давайте кратенько пробежимся по новостям. То, что касается американских новостей, что здесь интересного. Как вы знаете, на прошлой неделе вышли достаточно сильные данные по рынку труда США. Соответственно, это еще одно подспорье для доллара. А подспорье для доллара — это так или иначе давление на развивающиеся рынки. И не только, кстати, на развивающиеся. На европейские страны это тоже окажет негативное влияние в самое ближайшее время. Поэтому евро, скорее всего, будет болтаться либо в районе текущих уровней, либо, возможно, даже пойдет ниже. Так, обеспокоенность вызывает следующий момент. Ситуация с европейским ритейлером. Там возникло какое-то недопонимание в части демаркации морских границ между Вьетнамом и Китаем на карте ритейлера. То есть это подняло шумиху, разборки и так далее и тому подобное. Казалось бы, там поговорили и все. Но на самом деле это свидетельствует, с моей точки зрения, о том, что вокруг Китая постепенно начинает накаляться атмосфера. И действительно, если посмотреть карту китайскую, то у Китая практически по всей границе есть определенные нюансы территориальные во взаимоотношениях с соседями. И я думаю, в ближайшее время, как по мановению палочки, все эти проблемы они будут реактивироваться. Переходя к российской повестке, здесь у нас образовалась, заново запалили проблему с Украиной, с Донбассом. Весьма вероятно, что эти события, они в ближайшее время, я так предполагаю, либо сейчас на этой неделе начнут активно развиваться, либо будет затишье до июня. И, соответственно, для нас это первичный фактор, который может внезапно оказать влияние на курс рубля и на состояние российского фондового рынка. Так, и сейчас мы чуть попозже по графику посмотрим, как это может повлиять и куда повести, есть ли там какие тайные знаки. Проблема с нефтью, как известно, она уже давно. Запасы новые очень слабо вводятся, разыскиваются. И, соответственно, добыча нефти все время растет из-за того, что используют старые месторождения. Это волей-неволей подталкивает все к тому, что нефтяные доходы, они становятся все меньше и меньше. То есть помимо ценового фактора, помимо объема продаж, здесь еще вступает в роль фактор, что те запасы, которые были разведаны со времен СССР, они уже достаточно истощились, и в ближайшее время они будут неизменно оказывать негативное воздействие на себестоимость добычи нефти. Саудовская Аравия там уже сделала достаточно такой адвантажный прогноз, что через 19 лет Российская Федерация не будет играть никакой роли на мировом нефтяном рынке. Но судя по тому плану, по тому так называемой дорожной карте, которую приготовили американцы, вообще через 19 лет уже вопрос наличия нефтяного рынка и поставок нефти, он, если не будет равен нулю, но значительно ослабнет и не будет играть существенной роли. Опять же, здесь момент такой: красиво на бумаге, да на деле все оказалось не так. Так, если дальше мы российские новости посмотрим, мы увидим, что в последнее время все больше и больше появляется интерес к Сургутнефтегазу. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Фондовый индекс Китая CSI 300 на этой неделе показывает изумительный рост. Здесь какой момент интересен? Если мы эту неделю торгуемся и не пробиваем 4950, то весьма вероятно, что мы отсюда получим развитие движения, цель которого будет 5300. Здесь ситуация на текущий момент следующая, что бенефициары грядущего и протекающего восстановления мировой экономики постковидного — это Соединенные Штаты и Китай.
Ну и переходя к дневному таймфрейму, сейчас по Китаю решается вопрос с пробитием уровня 5160-5170. Если он будет пробит и здесь произойдет закрепление, то уже в среду, в четверг мы вполне можем пойти тестировать 5300. И здесь этот уровень ключевой. Если происходит его пробитие и закрепление, это означает, что по Китаю пошла новая волна роста. Так, друзья, далее Baltic Dry, недельный таймфрейм. Ну смотрите, здесь отлично идет движение. Ему бы немножко спуститься, и все было бы просто супер. Главное не перестараться, не пробить 1500. Такс, и вот десятилетки американские. Вот здесь, конечно, ситуация, она очень напрягающая. Те данные, которые вышли по рынку труда, они указывают на то, что американская экономика на текущий момент восстанавливается быстрее европейской. Соответственно, раз такая штука, то здесь и давление возникает на долговые и на фондовые рынки. Давление, разумеется, в пользу Соединенных Штатов. Переходя от недельного к дневному таймфрейму, 10-дневные облигации казначейские США, мы с вами видим, что наметившееся снижение, которое уже как бы на той неделе на всю котлету начало происходить, оно внезапно прекратилось. И они сейчас, с учетом данных по рынку труда, скорее всего будут пытаться закрепиться в диапазоне 1,672-1,777. Вот то, что они здесь находятся вверху, это не очень хорошо. Это говорит о том, что, судя по всему, будет повторный штурм локального максимума и уход наверх. Опять же, вот вся эта идея, она не срабатывает, если пойдет откат с пробитием 1,586, 1,555 вот этого диапазона. Если это произойдет, то это будет свидетельствовать о том, что рынки разворачиваются уже в сторону евро. Так, далее VIX. Ну, закрытие на той неделе было изумительное, то есть он ушел 17,5, пробил и закрепился. Но здесь либо пан, либо пропал, либо мы переходим на энергетический другой уровень, который находится в диапазоне 13,5-17,5, либо в ближайшие дни мы отсюда как ошпаренные выскочим и пойдем расти. Но опять же, вот мое видение, что особо долго он здесь не задержится. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Здесь у нас, по сути, идет продолжение накопления позиций в диапазоне 92.87, 93.33. Чем дольше мы здесь находимся, чем дольше мы не пробиваем поддержку, тем больше вероятность того, что в ближайшее время будет 94. Ну, на сегодняшний день здесь все факторы указывают на то, что будет продолжение сегодня-завтра в рамках вот этой консолидации к верхней границе на 93.33. Так, далее американский индекс S&P 500, это SFD на фьючерс, 4-часовой таймфрейм. Ну, здесь, соответственно, идет попытка коррекционного отката. Цель этого отката — движение на 3970-3990, вот сюда, вот в этот диапазон. На самом деле здесь вот сейчас формируется откат, ничего страшного в этом откате нету, но страшно будет в том случае, если он затянется и пойдет пробитие 3880 вот этого диапазона. Пока для этого предпосылок нету, наиболее вероятно коротенький откат, до набор позиций и потом движение к верхней границе. Так, друзья, далее нефть Brent, недельный таймфрейм. Ну, здесь у нас на недельном таймфрейме консолидация. Соответственно, пока не пробили 62,5 и 62, бояться нечего. Все вот эти самые снижения будут выкупаться и будут ее пытаться натянуть на 66,2. Да, то, что по американским десятилеткам не наметилось снижение, то, что индекс доллара растет и, скорее всего, в ближайшие дни он продолжит расти, это будет определенным негативным образом сказываться и на нефти. Дневной таймфрейм по бренду. Здесь мы движемся в боковике к нижней границе 62,5. Так, друзья, далее часовик. По часовику интересная картина, потому что, исходя из часовика, либо сейчас будет разворот и коррекционный отскок с целью движения на 64,9-65, или это произойдет при достижении 63,15. Вот в данной коннотации, исходя из часового таймфрейма, если будет просадка, которая приводит к пробитию 63,15, то весьма вероятно
пойдет уже более глубокое тестирование, цель которого будет сходить на 62,5 и потестить на прочность. Если пробоя вот этого диапазона не возникает, даже может быть от текущих значений, сейчас 9.52 по Москве, мы здесь можем увидеть сейчас коррекционный отскок с целью движения на 65. Так, друзья, далее золото, недельный таймфрейм. Ну, по золоту рост пока не состоялся, но, тем не менее, и пробоя 1680 так и не произошло. Исходя из часового таймфрейма, здесь у нас наметилось движение, цель которого потестить 1732-1735. И в случае пробития будет движение в район 1745. Вот это движение, которое сейчас пошло, оно не состоится, если будет коррекционный откат и пробитие 1717-1718. В этой ситуации мы по золоту, скорее всего, увидим дальнейшее снижение, цель которого в районе 1705. Локально здесь ситуация, которая указывает на коррекционный отскок, но пока не развернулся индекс доллара, золото будут придавливать. Так, друзья, далее серебро, недельный таймфрейм беру. Ну, смотрите, на той неделе, да, вот у нас была ситуация, когда серебро очень круто отлили, оно сходило на 23.75. Но, переходя к дневному таймфрейму, что здесь интересно? Интересно здесь то, что произошел разворот, и этот разворот, отбой от значения 23.77, 23.75, он в настоящее время пытается закрепиться. Критерий того, что он закрепился и произойдет дальнейшее движение наверх, это удержание значения, которое 24,7, 24,45, вот этого диапазона. Если этот диапазон повторно сегодня не пробиваем, то отсюда весьма вероятно пойдет движение, первая цель которого будет 25,4. Дальше посмотрим, как оно здесь будет закрепляться. Если все-таки мы сейчас вот этот диапазончик пробиваем, то уже сегодня цель движения будет на 23.75 и отработать здесь двойное донышко попытаться. Так, друзья, далее евро-доллар, недельный таймфрейм. Здесь у нас боковик, евро зажато, сверху граница давно знакомая 1,1790, снизу граница 1,1617. То, что оно вошло в эту зону и проторговалось, указывает на то, что весьма вероятно, ну, по крайней мере, в ближайшие дни оно где-то здесь и будет находиться. Переходя на дневной таймфрейм, у нас идет консолидация, нижняя граница 1,17, верхняя 1,1790, 1,18. Вот пока этот диапазон устойчиво не будет пробит 1,18, 1,1790, оно так и будет находиться в этом диапазоне, колебаться. Здесь какой момент принципиальный, чтобы не было повторного движения и пробоя 1,17. Если такое движение возникает, то начнется дальнейшая волна движения на 16.34 и потом на 1,16. Переходя на часовой таймфрейм, сейчас 9.58 по Москве, обращаю ваше внимание, что на текущий момент, судя по всему, здесь пытается оформиться разворот. Критерий того, что этот разворот сейчас произойдет, это отсутствие дальнейшего движения и пробитие 1,1740. Если вот это значение не будет пробито, здесь у нас возникает разворот и коррекционный отскок, цель движения 1,1771. В том случае, если все-таки мы здесь добиваем вот этот диапазон, то уже сегодня у нас развивается импульс движения, цель которого будет 1,1725. Вот сюда, вот к этому значению. Друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Но смотрите, закрепление выше 76,2, 76,25, оно указывает на то, что весьма вероятно движение наверх на этой неделе продолжится. Для того, чтобы говорить, что вот этот растущий тренд сломан и рубль начал укрепляться, необходимо, чтобы было пробито 75,9 и пошла проторговочка под этим значением. На текущий момент пока условий для этого нету. На Донбассе ужас-ужас, судя по новостям. И поэтому весьма вероятно, что в этот диапазон мы сегодня-завтра не пойдем. Переходя на часовой таймфрейм, здесь у нас, ну, по сути, позиции закрыли. И сейчас отсюда намечается цель движения на 76,6, попытаться потестировать его, пробить и отсюда развить движение в район 76,9.
Если в ближайшие часы вот это движение с целью потестить и пробить 76.55 не разовьется, мы получаем пробитие 76.33 и уход пары рубль-доллар торговаться в диапазоне 76.2-76. Вот сюда вот, в этот фрагментик. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, недельный таймфрейм. Но мы с вами по недельному таймфрейму видим, что он сейчас заперт в диапазоне. Нижняя граница это 143 тысячи, верхняя граница это 146 500. По дневному таймфрейму вот здесь у нас была сформирована попытка разворота с целью движения на 140 139 500. И, соответственно, вот это движение разворотное по дневному таймфрейму, оно реализуется при пробитии 142 500, 142 800, вот этого диапазона. Если этого пробития сегодня не возникает, то, соответственно, у нас от текущего значения, либо от этого значения будет отбой, и цель этого отбоя движение на 145 900, 146 тысяч. Переходя на часовой таймфрейм, мы с вами видим, что идет как раз вот это движение к нижней границе. И, соответственно, здесь, я думаю, в ближайшие час-два мы посмотрим, как здесь будет формироваться ситуация. То есть, если здесь не возникает пробития в течение 1-2-3 часов, то весьма вероятно, что вот это движение вниз, оно захлебнется. Здесь у нас возникнет набор позиций, и мы отсюда отскочим с целью движения на 145. Вот. Если же здесь возникает пробой, я думаю, в ближайший час-два это станет очевидно, то, соответственно, цель движения будет находиться весьма вероятно. Ну, первая цель это 142 и потом 140, 139 500. Друзья, ну, в общем-то, все, основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов. Всего наилучшего.